Привет, друзья! Вы на канале Простое мнение. Сегодня я вам попытаюсь рассказать и показать, где купить автомобиль наш российский по ценникам от 300 тысяч рублей. Да-да, наверное, это правда. Поехали. Итак, начнем. Самая не сильно адекватная площадка, она в основной странице поиска Яндекса, и я подозреваю, что с нее очень много сыпется рекламы. Вот элементарно я просто недавно даже зашел под инкогнито, напомню, да, то есть чтобы там мои предпочтения не сильно учитывались, но я чувствую, что по айпишнику все равно он сыпать будет то, что он видел. Вот, пожалуйста, Лада Гранта седан в Тольятти от 267 тысяч рублей. Кстати, у меня указана Самара, а он все равно сует мне Тольятти. Вот, едем дальше. Так, Лада 12 цель Самара. Смотрим. Я сейчас просто нащелкаю несколько объявлений. Лада Ул какой-то. Так, Сызрань. Честно скажу, это официалы. Хотя реклама вот минус 700 тысяч на твою Ладу. Не очень заманчиво. Ну, я тоже покажу их, кстати, не официалы. Официалов, которые немножко хитрят. Так, что у нас тут еще есть? Лада Нива Travel в Тольятти. Лада Сам. Тоже стоит насторожиться, когда выходят вот такие сайты. Не сильно хорошая, я сделаю исключение для того, чтобы показать, но лучше туда не заходить. Он прям вообще красивый. Вот. Ну, наверное, в принципе, вот Лада Тольятти, Лада Гранта Кросс за 291 тысяча. Представляете, какая халява, да? У меня тут знакомый недавно Гранту 2013 года, конечно, полный фарш, седан, но опять же, 13 год купил за 450, а тут 2025 год, Гранта Кросс за 300. Представляете, какой лох у меня знакомый, а? Какой дурак, 10-летнюю машину, 12-летнюю машину купил. За такие деньги, а тут, оказывается, можно новую купить. Итак, начинаем. Смотрите. Прям красиво. Номер телефона региональный, часы работы, значок Лада. Все визуально прям очень... Кстати, некоторое время назад сайт Лада был именно в такой стилистике. Сейчас он поменялся. Мы сейчас с вами до этого дойдем. Но все прям круто, красиво и, главное, цена. Цена, друзья, 291 тысяча. Представляете, какие люди не сильно дальновидные. Покупают китайцев за миллионы, гранты за миллионы. Тут можно за 300 тысяч. Имейте в виду, что сарказм тоже у нас присутствует, да? Так, все красиво, все замечательно. Прям похоже, вот ценники прям смеяться аж хочется. Прям взгляд смотрит, как 15 лет назад примерно такие цены и были, да? Ну, 267 тысяч, 293, 432, у них есть Гранта Кросс. Веста Нью. Так, все. А, у них есть старая Веста за 500. Веста Кросс Нью, она вот 1 400 000. Типа, это круто, да. А старая Веста Кросс за 520. Так, Тольятти Барковская, 99, строение 3. Вот на карту нажимаешь, кстати, даже перейти нельзя. Что у нас там находится? Давайте посмотрим. О, не туда щелкнул. В принципе, туда. Ну, лучше Double Dis в этом случае для того, чтобы посмотреть организации, которые находятся по данному у нас адресу. Карплекс какой-то, Плаза. Карплекс. Вот. 8 парковок рядом, автосалон, Карплекс, да, фотографии вот они есть. Ну, вроде бы да. Но обратите внимание, никакой вывески на фотографиях Карплекса официального салона нету. Это первое. Это мультибрендовый салон. Новое авто из пробегом, за машиной сюда. Все круто. Все замечательно, все хорошо. Но первое. Ценники, друзья, ценники. Меня смущают очень сильно ценники. При попытке оформить такой автомобиль, он у меня максимум, что запросит, фамилия, имя, отчество, мобильный телефон. И, конечно же, я прям наивный, сейчас вот вбиваю все. И если вдруг вы одинокий человек и вам никто не звонит, вы можете, в принципе, зайти на любой сайт такой, оставить фамилию, имя, отчество, свой номер мобильного телефона. Звонков будет у вас немерено. Наобщайтесь вдоволь.
Очень честно вам признаюсь. То есть, когда вы сюда вдаете, ну, да, опять же, на официальном сайте вот такого вот рекламы навязчивой никогда не будет. Контакты. Нету названия, нет, есть название ООО «Олимпик». Очень интересно. Самарская область, УГРН, ИНН. Давайте посмотрим, что у нас есть по ИНН этому. Руспрофайл. Организация появилась 3 июня 2024 года. То есть абсолютно, почти года еще нету. Ворошилова, Панасюк Наталья Николаевна, уставный капитал 10 тысяч рублей. Как-то вот так вот. То есть, можно посмотреть, да? Просто для сравнения автосалоны, которые по оборотам здесь показаны, нет? Автосалоны, которые известные, вот, пожалуйста, весь список. ООО «Авторитет», АСАвто Моторс, это известный автосалон и в Самаре, и в Тольятти. Тон Авто, это тоже уже с китайскими брендами связано. Раньше эта компания занималась Renault, Toyota, Lexus. Вот, Мегатранс, Центральное СТО, официальный дилер. То есть вот, пожалуйста, вам, к примеру, Самара Авто пусть будет. Уставный капитал 10 миллионов. Просто для того, чтобы понимать уровень доверия компании. Здесь же мы видим в лице вот этого салона Лада Тогальятти на Барковской фирму однодневку. Не однодневку, ладно, но очень свеженькая, которая будет с вас выбивать, вас уговаривать на кредит. Вам они даже скажут, что такой автомобиль есть в салоне. Вы приезжаете, любую комплектацию, которую вы скажете, они скажут, она у них есть. Но когда вы приедете, вам выкатят какой-нибудь автомобиль, возможно, даже самую пустую Гранду, и продадут. Вот давайте посмотрим, какие цены вообще официальные. Прежде чем верить таким, надо хотя бы зайти и посмотреть на официальные цены на официальном сайте lada.ru. Модельный ряд, Лада Гранта, Гранта Седан. И они нам предлагают выгоды минус 20% по госпрограмме. Не все, кстати, по нее подходят. Вот. И в этом случае цена 749 тысяч якобы. По факту она так и выйдет. Миллион. Просто эти 250 тысяч, которые вы якобы сэкономили, вы на них возьмете кредит, плюс там помощь в дороге, плюс каска. И в итоге вы отдадите также миллион. Вот. При этом, вот он официальный сайт, на который вы можете зайти и посмотреть. Здесь вы можете посмотреть, кстати, и найти официальных дилеров. Центральное СТО Громовое, центральное СТО на Южном, Обводное, Ботанический, Громово, опять же, в Революционном Куйбышеве. То есть, это по Тольятти. Вот. Кому нужен ваш город, у меня реклама, кстати, сыпется, потому что я в Самарском регионе, поэтому у меня самарские адреса. Вот. Если вы находите подобное в вашем регионе, также рекомендую проверить, потому что, где есть официальные дилеры, к примеру, там, Великий Новгород, пожалуйста, один официальный дилер, он указан. Волгодонск. Тоже, наверное. Я так подозреваю, что Самарский регион много, Альметьевск сколько? Тоже один. Самарский регион, наверное, в Москве несколько, предполагаю. Сейчас ради любопытства посмотрим. Москва. Ой, да, в Москве их очень много. Вот. А во всех остальных городах их один-два я обчелся. Не суть важно. Я вам показал то, что чем похож левак с вот такими ценами от официального сайта Лада. Смотрим следующие сайты. Тоже очень похож. Все хорошо, все красиво. Цена от 480. Тоже. У них есть и Largus Cross, который, кстати, на данный момент официально нет у нигде. У них даже есть X-Ray Cross в продаже. Нива Travel, понятно. Новая Гранта. Там Гранта Кросс. Фотографии Largus Cross. Прям на коленочке очень быстро делали. Largus X-Ray, Vesta Sedan, Vesta SV, Vesta CNG в старом кузове. Их уже нету, в принципе. Но, у них они есть. Пятидверная Нива, кстати, кто бы очень давно мечтал. За 643 тысячи, прям халява, новая. Вот, у них есть все в наличии.
Едем дальше. Сулавто какой-то. Ну, тоже ценники 603 тысячи в кредит. Выберу в салоне. Хочу вот Black 24. 819 тысяч. Только остается фамилия, имя, номер телефона вбить. То есть, друзья, это сайты, прокладки для того, чтобы вы оставили свои данные. Цена автомобиля. Вот смотрите, даже пример расчета есть. 603 тысячи на 7 лет, первоначально 40%. Во. Полная стоимость кредита 491 тысяча. Почему, вот, кстати, цена автомобиля 603 тысячи, первоначально 40 тысяч, это получается, значит, ну ладно, пусть будет более-менее подходить. Сумма кредита 362 тысячи, полная стоимость, сумма, процентная ставка 8,9. Где-нибудь видели такие проценты 8,9? Угу. Т-банк, страхование, Тим. Автомобильный дилер Сул Авто 2025 год. 2025 год. Давайте посмотреть ИНН. Тоже любопытно мне очень стало. Что за организация такая? Какой-то ООО «Олимпик». Стоп. Это у нас был «Олимпик». 31. Что, такой же, что ли? 31 ИНН. Нет, другой. Я что-то другое поставил. Я не тот скопировал, значит. Копировать. О, Тим. Дата регистрации 18 апреля 2024 год. 10 тысяч рублей уставный капитал. Торговля легковыми грузовыми автомобилями. Это все хорошо. Численный Гасан Алиханов. Ну, в общем, друзья, выводы делайте сами. Кстати, в чем плюс перед прошлым? У них есть все марки и Пассаты за 1,5. И даже Таус есть за 1 300 000. Представляете, какие дураки за 1 300 000 покупают Гранту с кондиционером. А тут Таус есть. Ютит кудрит. Ладно, едем дальше. Форвард, Сызрань. Это официальный дилер. Я просто уже поизучал. И дилеры. Сызрань. Почему я клюнул на это объявление? Интернациональный дом, здание 155. Интернациональное здание 155. Я клюнул на это объявление, потому что они попались где-то вот здесь вот в рекламе с картинкой, условно там за 300 тысяч, что-то около этого. Вот. Ну, немножко агрессивная реклама, но при этом цены указаны. Блин, вот честно, вроде официальный дилер, а по симптоматике прям как будто не официальный, честно скажу. Мне не нравится. Дело в том, что если, к примеру, мы сейчас зайдем, я сейчас просто для примера опять же покажу. Перейти Ураллада. Переходим на сайт Ураллада. Сайт выглядит urallada.lada.ru. И вы видите абсолютно такой же сайт, как и у АвтоВАЗа. То есть они сделаны на субдомене и абсолютно повторяют всю картинку, как у официалов. Если мы возьмем другого дилера, там, ну, где Самара Гэмбл. Нет, вот здесь кто-то был, на южке. Самара Авто, да. Они тоже на суббренде Лада, соответственно, у них тоже такой же сайт. Вот что имеется в виду. Не похож на него якобы, а именно абсолютно такой же. Это классно. Это, кстати, ну, у Рено так было в свое время, а сейчас как бы у Лада тоже пришли к тому, чтобы стали так же. Почему у официального дилера Forward Auto в Сызрани не такой сайт и немножко, ну, вес-то от 1 020 000, я немножко не верю. Грант 732 тысячи, ну, с господдержкой, ладно, пойдет, верю. Пустая Нива за 847 с господдержкой, там 20%, кстати, здесь не указано. Тоже, ладно, пойдет. Вот. Ну, типа официал. Вот это вот тоже непонятно. Контакт есть у нас?
ООО «Ким». Нам с вами известная компания, она у нас выглядела вот так вот. Нет, вот так вот. Лада Сам. Это тоже была Ким. Это что было? Лада Сам, а здесь Лада Ул. Сайтик другой. А здесь Лада 12L SMR. Хорошо. Самара-Московское шоссе. 470. То есть вот не настолько скромные ребята, они вот 479 тысяч просят, за вес 793. Ну, короче, это все разводы, да? Мы с вами об этом убедились. Это вот вообще московский сайт, что он в Самаре делает? Как бы, ну, эксклюзив. ИНН проверяем. Вот такие простые манипуляции позволяют вам хоть немножко посмотреть и отсеять. Ну, тоже, пожалуйста, организация появилась 4 июля 2024 года, уставный капитал 40 тысяч рублей, Москва, ну, как бы вот так. Вот. То есть вы можете спокойно отследить, посмотреть, кто у вас будет разводить, а кто, ну, не будет разводить. По крайней мере, при официальной цене автомобиля в 1 000 000 рублей, когда вам предлагают за 250, за 500, даже за 700 тысяч, прям вот уверяю, что вы за эти деньги заберете машину. Друзья, не верьте. Я просто расскажу пример простой. Когда люди приезжали по такому объявлению, в надежде купить машину условно за 500 тысяч, официальная цена, к примеру, 1 000 000. А забирали ее за 1,5 миллиона, плюс кредит, который на 7 лет с бешеным процентом, еще там и каска, и все остальное. То есть, и очень там с процентами все это набегает далеко за двушку. Вы будете обязаны рассчитываться за этот автомобиль. И, как говорится, ездите, слезы счастья вытирать. Вот. Но не все так плохо. Дело в том, что официальные цены мы сейчас убирать не будем. Модельный ряд. Есть ряд автосалонов, которые не являются официальными. Я вам сейчас один из примеров покажу. То есть их нету в списке дилера АвтоВАЗа. У них сайт не такой, как у всех официалов. Но я сам приобретал у такого дилера автомобиль. Это купил Ладу. Данный автосалон многим известен, кто с нами подписчики, кто на Алексея подписан. У них есть свой Телеграм, где они постоянно выкладывают информацию о том. У них свой YouTube-канал есть, понятно, свой сайт есть. И он не похож, кстати, сайт на официальный, да? Я вам вот, пожалуйста, пример прихожу. Но здесь цены указаны около официальной, да? Гранты за 1 000 000, гранты за 1 000 000, показать больше. Гранты 1 010 000, гранта. Что-то кроме гранта есть. Вот. Легенд 1 070 000. Что ты будешь грузить, нет? Ладно. Не буду открывать приложение, а открою на сайте. То есть они постоянно, Алексей размечает здесь все автомобили, которые они продают и которые они ожидают. То есть все это здесь. Приветствую. Такая вот красота у нас на выдаче. Это идет у нас Нива Урбан, беленький цвет. И ценники указаны. Сам приобретал в свое время свой Ларгус, последний, белый. В автосалоне купил Ладу с Алексеем вместе. У Алексея. Вот. И, соответственно, нареканий никаких нет. Ну, многие подтвердят, если не сложно, друзья, кто знаком с Алексеем, кто знаком с этим автосалоном, напишите, пожалуйста, в комментарии, то, что этому автосалону доверять можно. Я к чему? Наверняка среди в вашем любом регионе, в городе, есть какой-то дилер, который может быть и неофициальный, но при этом у него хорошая репутация. Вот к чему я клоню. Потому что вот эти все однодневки, которые вчера появились, про них вообще непонятно, что сказать. Вот. А здесь есть уже довольно большая история, уже многолетняя по опыту продаж автомобилей в Тольятти. К ним тоже приезжают, откуда только не приезжают. Вот, поэтому им в карму. Вы, пожалуйста, лайк и подписку и плюсик поставьте за Алексея, что вот есть такие хорошие ребята, которые помогают купить автомобили
не часто, нередко, кстати, по цене ниже официально рекомендуемой. Понятно, там скидки не всегда большие, то есть, ну, условно, 20-30 тысяч, и за наличку это сделать можно. Вот, на этом как бы можно, наверное, остановиться. Ждем, когда у нас появится в списке вот среди этих моделей АвтоВАЗа Лада Искра. Об этом мы отдельно поговорим. Наверняка они у мошенников будут на сайтах также появляться. Ну а вам рекомендую, друзья, прежде чем приобретать автомобиль, внимательно изучить информацию о нем по сети. Сейчас же время такое, что практически нету хорошего продавца, которого не знает интернет. То есть, если его нет в интернете, вопрос почему. То есть, опять же, ИНН можно пробить, опять же, сайтик можно почитать, опять же, отзывы на там отзывиках. То есть, если кто-то косячит, отзывы негативные обязательно посыпятся, их будет много. Всем хорошего вечера или дня, или доброго времени суток. Всем хорошего настроения. Не попадайтесь на разводил. Но, к сожалению, если я хотя бы одному человеку помогу с помощью этого видео не попасться в ловушку таким продавцам, это уже классно. Всем пока.